Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Я рада приветствовать вас на канале Коллекция рецептов. Манник – очень распространенная выпечка, и существует довольно много рецептов его приготовления. Сегодня вместе со мной предлагаю приготовить бананово-ореховый манник на гречневой муке, пропитанный лимонным джемом. Для начала приготовим лимонный джем. Большой лимон целиком необходимо измельчить в блендере. Для этого разрезаем его на небольшие кусочки, и если есть косточки, удаляем их. У меня лимон оказался без косточек. Отправляем его в блендер и измельчаем. За неимением блендера измельчите лимон в мясорубке. Перекладываем лимонное пюре в ковш. Добавляем сахар. Хорошо перемешиваем и отправляем на плиту. Доводим смесь до кипения, убавляем огонь и провариваем лимон с сахаром до прозрачности. Это займет примерно 10 минут. А тем временем подготовим бананы. Их необходимо очистить и произвольно нарезать. Я нарезаю кубиком. Если у вас слишком спелые бананы, то разомните их вилкой. Бананы подготовлены, пока отставим их в сторону. Не забывайте периодически помешивать лимонный джем. А теперь небольшой секрет пышного манника. Нам необходимо смешать 1 стакан манки и 2 стакана кефира и оставить минимум на 2 часа. Но чем дольше, тем манник получится более пышный и рассыпчатый. Поэтому я рекомендую приготовить эту смесь на ночь и убрать в холодильник, а на следующий день печь пирог, что, собственно, я и сделала. Вот как хорошо набухла манка за ночь. А тем временем лимонный джем стал прозрачным и сильно уварился. Но поскольку мы готовим его для пропитки манника, то консистенция джема нужна более жидкая. Поэтому я добавлю совсем немного воды и еще раз доведу до кипения и сниму с плиты. Лимонный джем для пропитки манника готов. Пока отставим его в сторону. Отдельно в чашу миксера выбиваем яйца, добавляем сахар и взбиваем 3-4 минуты до пышной светлой массы. Не прекращая взбивания, тонкой струйкой вливаем растительное масло. Затем добавляем ванилин или ванильный сахар, набухшую в кефире манку и соль. Все хорошо перемешиваем на средних оборотах миксера. А пока подготовим сухую смесь. В отдельную чашу просеиваем гречневую муку. Как обычно, я воспользуюсь мукой кудесница с идеальным помолом. Именно гречневая мука придает изделиям из нее особую воздушную структуру и делает тесто вкусным, рассыпчатым и ароматным. Добавляем разрыхлитель и все хорошо смешиваем. Высыпаем в чашу миксера готовую сухую смесь и перемешиваем до однородного состояния. В подготовленную массу добавляем предварительно обжаренные измельченные грецкие орехи и нарезанные бананы. Аккуратно вмешиваем их в тесто. Вот такое нежное, воздушное и при этом очень ароматное тесто у нас получилось. А сейчас подготовим форму. Я воспользуюсь круглой формой для кекса диаметром 24 см. Смазываем ее любым растительным или сливочным маслом и присыпаем панировочными сухарями, мукой, манкой или, как в моем случае, измельченным в крошку печеньем. Выливаем тесто в подготовленную форму. Слегка его разравниваем и отправляем в заранее разогретую духовку. Я выпекала пирог при температуре 170 градусов на режиме вверх плюс низ в течение 1 часа 10 минут. Этот рецепт также подходит для приготовления в мультиварке на режиме выпечка. Рекомендую через час проверить его на деревянную шпажку и при необходимости допечь еще 10 минут. Пользу гречневой муки трудно переоценить. Выпечка из нее разнообразит ваш рацион и поможет сохранить здоровье.
Пирог готов, достаем его из духовки. Даем ему слегка остыть и извлекаем из формы. Перед тем, как пропитать пирог, подогрейте лимонный джем на плите и обмажьте им еще горячий манник со всех сторон. Пока джем не застыл, присыпаем пирог предварительно обжаренными измельченными орехами. Подобно классическому маннику, бананово-ореховый на гречневой муке получается нежным и пористым, при этом легко режется и отлично сохраняет форму. Пирог очень вкусный и пышный, а красивая темно-золотистая корочка напоминает цвет гречишного меда. Лимонный джем придает маннику приятные цитрусовые нотки и отлично сочетается с едва уловимым ароматом гречки. Рекомендую приготовить и попробовать. Желаю всем приятного чаепития. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Я буду рада, если вы поделитесь этим видео и напишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты различной выпечки, как сладкой, так и не сладкой. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч! До новых вкусных рецептов!